Здравствуйте, дорогие друзья! Пылесос Samsung, модель SC1872150SG не включается. Давайте проверим. Включения не происходит. Сразу посмотрим, как сматывается шнур. Нормально. Но будем разбирать. Снимаем вначале бачок. Фильтр. Фильтр в таком среднем состоянии. И осматриваем, где у нас винты. Раз, два, три, четыре здесь. И раз внизу. С обратной стороны винты не наблюдаются. И два под ручкой, если ее приподнять, лучше видно. Откручиваем. Откручиваем вначале 3 винта и снимаем верхнюю панель. И дальше оставшиеся 4 винта. Прежде чем снимать корпус, давайте снимем еще задний фильтр. Состояние тоже визуально нормальное. Поддеваем немножко лопаткой. Снимаем защелок и снимаем крышку. Давайте сразу проверим на прозвонку. Начнем с кабеля от сетевой вилки до разъема. Одно плечо прозванивается, а второй провод у нас не хочет. Да, проблема где-то в катушке или проводе. Проверим сразу. Прозвоним двигатель на внутреннее сопротивление моток 3,8 Ома. Теперь понятно, что нам нужно работать с катушкой. Будем ее доставать. Так просто ее не достанешь. Мешают ограничители. Здесь вот два стоят. Вначале нужно снять насос. Два винта по диагонали. Снимем сразу заднюю крышку. Откручиваем два винта. Снимаем насос. Все это в стороночку, чтоб не мешалось. Крышка вилки, чтобы не проваливалась внутрь, ограничитель. И теперь снимаем саму катушку. Вот сразу у нас она раскрутилась, пружина. Катушка должна всегда быть под натяжением, чтобы заходил шнур туда. В данном случае он у нас освободился. Откручиваем единственный винт на контактов. Сразу осматриваем. Часто бывает загрязнение, бывает даже подгорание. И снова прозваниваем до колец. Также не звонится до внутреннего кольца. Разматываем и будем смотреть у нас дальше. Ну вот визуально видно, где у нас перегнут провод, обрыв. То есть неисправность, где причина у нас обнаружена. Чтобы это все устранить, нам нужно продолжить разбор дальше. Достать у нас места подсоединения проводов. Для этого нужно снять пружину. Здесь две защелки. С одной стороны мы поддеваем, приподнимаем, а с другой стороны у нас она не дается. Давайте с той стороны, где она у нас поддалась, сделаем побольше. Все, придержим одной рукой пружину, чтобы она у нас не разлетелась. И осторожненько положим куда-нибудь в сторонку, закроем в коробочке. Дальше у нас модуль, где подсоединены провода. Здесь у нас тоже держится он на защелке. Немножко его туда проталкиваем. И вот сюда в щель, в прорезь, в бок катушки. Вытаскиваем. Все, катушка разобрана. Загрязнение контактов. Все это прочищаем.
Откусываем неисправную часть, заголяем провода. Старые отпаиваем от мест подсоединений, а новые припаиваем на их место. Первый провод и второй. Хорошо прогреваем, не намазываем, а даем припою расплавиться на всей поверхности контакта. Все, припаяли мы провод, заправляем в направляющие. Вот тут такой вот замысловатый узор. И собирать будем все в обратном порядке. Вспоминаем, как мы вытаскивали. Нет, здесь нужно перевернуть вот так вот. Вот он идет на центральную часть, в прорезь уходит. И потом проталкиваем и защелкиваем на защелку. Все. Стала контактная часть у нас в катушку. И дальше давайте контакты окончательно почистим. Здесь у нас пружинки с контактами. Смотрим. К сожалению, контакты не очень. Нет подсеребряного слоя. Ну, видать, производитель посчитал это достаточным. Смажем контактную группу техническим вазелином, чтобы не было искрений, подгораний. Когда плохой контакт, при вращении контактной группы появляются искорки, после которых происходит подгорание металла сверху, окисные слои, и все это по цепи приводит к тому, что контакты полностью отгорают. Для этого и нужно смазывание контактов. Все, контакты смазали, устанавливаем пружину на прежнее место. Тоже у нас тут два фиксатора, две защелки, одна у нас жесткая защелка, вторая помягче. Вначале в паз вставляем жесткую часть. Вот она у нас не продавливается. Наоборот, жесткая это. Жесткую вставляем в паз, а мягкую защелку защелкиваем. Подсоединяем контактную пару, один винт, там выемка, прямоугольничек такой вот формы прямоугольной. И наматываем шнур. Все, будем устанавливать в корпус на прежнее место. Надо подмотать примерно где-то 6 полных оборотов, чтобы катушка была все время в натянутом состоянии. Это требуется, чтобы провод сам наматывался под воздействием пружины. Вот так вот подмотали, подкрутили и вставляем. Ось на боковой части корпуса. И стопорная перегородка, чтобы вилка не улетала внутрь. Ну, нормально. Давайте прозвоним, чтобы 100% убедиться, что контакт от вилки до разъема есть. И катушка у нас теперь исправная. Дальше продолжаем сбор пылесоса. Насос.
Все узлы должны вставать на свои места без дополнительных усилий. Если что-то не так, не пихайте, не прилагайте усилий, должно все встать на место. Сразу смотрите, чтобы отверстия винтов, которые должны закручиваться, совпадали. Подключаем белый разъем к белому, желтый к желтому. Желтый обычно у нас обозначается двигатель, белым у нас разъем от катушки. Заправляем провода в посадочные места. Зажимы такие, прорези сделаны на корпусе, чтобы они у нас под низом не болтались, не защемлялись. Закручиваем винты. Задняя крышка. Верхняя. Основная крышка. Защелки встали. 4 винта спереди. Давайте сразу проверим, до конца не собирая, вдруг что не так, чтобы снова все не разбирать. Включаем, проверяем. Все работает, продолжаем сборку. Верхняя крышка, кнопкой и ручкой. 3 винта, закручиваем. Фильтр. Ну, мыть его, я думаю, не нужно. В хорошем, нормальном состоянии. Но все равно лучше их менять, поскольку там размножаются бактерии, которые потом попадают в воздух, находящийся в квартире. И мы этим дышим. Поэтому определенное количество, смотрите в инструкции, через определенное время фильтра нужно менять. Особенно вот этот задний HEPA фильтр. К нему большие требования. Он даже визуально может быть выглядеть как новенький, а на самом деле уже не пропускать воздух. Проверить фильтр можно при включении. Посмотреть, откуда идет основной поток воздуха. Если он идет по краям, по щелям, а в центре нет, значит фильтр засорен, и его нужно обязательно менять. Вот здесь вот проверяем, где идет. Идет по всей поверхности равномерно, так что пока он еще пригодится. Выключаем, проверяем заправку шнура. Все, пылесос готов. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всего хорошего, до новых встреч.